Житие Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Святой Иоанн родился на острове Кипре и был сыном князя Епифания. С юности он был воспитан в благочестии и страхе Божьем, который был для него началом премудрости. Пришедший возраст, он, по воле родителей своих, вступил в супружество и имел детей. Но вскоре Иоанн лишился детей, а потом и жены. Ибо так благоизволил Бог, дабы Иоанн, освободившись от служения плоти, предался жизни духовной. Освободившись от уз брачной жизни, он возблагодарил Бога и с сего времени, уже без всяких препятствий, усердно стал служить Господу, упражняясь в чистой молитве, частой, и во всех богоугодных делах. Особенно же он был милосерд и милостив ко всем терпящим бедствия от нищеты. За сии добродетели Бог прославил его среди людей, и не только среди равных себе, но и самим царем он был почитаем и прославляем. Спустя несколько времени патриарший престол Александрийской церкви остался без пастыря. Тогда император Ираклий по божественному усмотрению почтил Иоанна саном патриарха. Святой, хотя и не желал сего, но принужден был принять посвящение и стал архипастырем Александрийской церкви. Вступил на патриарший престол Иоанн прежде всего, как пастырь словесных овец, позаботился очистить свою паству от ереси, возмущавшей стадо Христова. Эта ересь получила свое начало от некоего Петра по прозванию Фулона, иначе Кнафея, антиохийского лжепатриарха. Он осмелился прилагать такие хульные слова к Тресвятой песне: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, распнися заны, помилуй нас». Как будто бы в Господе нашем пострадало божество. Искоренив сие еретическое учение, святой Иоанн всецело посвятил себя ревностному исполнению заповедей Божьих и делам благотворения. Ни один нуждающийся не уходил от него опечаленным и с пустыми руками. Всем просящим Иоанн раздавал милостыню, всех утешал в скорбях, не словом только, но и делом. Он насыщал алчущих, одевал нагих, выкупал пленников и имел попечение о странниках и больных. Щедрость его была подобна реке, непрестанной и необильно текущей и наполняющей всех жаждущих. Напояющий. В начале своего пастырства Иоанн призвал церковных экономов и дал им такое поручение: «Обойдите весь город и перепишите всех господ моих». Экономы спросили его: «Кто же это твои господа?» Патриарх ответил: «Это те, которых вы называете нищими и убогими. Они мои господа, ибо они воистину могут способствовать мне в достижении спасения и ввести меня в вечные обители». Экономы пошли, переписали всех убогих, найденных на улицах, больницах и на гноищах. Всех их было найдено 7500 человек.
И всем им святой Иоанн повелел выдавать все нужное для ежедневного пропитания. В то время персы сделали нападение на Сирию и Палестину, сожгли святой город Иерусалим, взяли честное древо Святого Креста и отвели в плен много христиан. Блаженный Иоанн отправил корабли с золотом и пшеницей для выкупа пленников и для оказания помощи находящимся в бедах. Таким образом, по своему милосердию он многих вывел из заключения и избавил от бедствий плена. А так как не всякий мог невозбранно приходить к нему, ибо слуги его не о каждом приходящем сообщали патриарху, то вследствие сего он выбрал 2 дня в неделю, среду и пяток, и в эти дни сидел с некоторыми благочестивыми людьми при церковных дверях, принимая всякого желающего, выслушивая его просьбы, обсуждая случавшиеся распри, защищая обижаемых и водворяя между верующими мир. При этом святой патриарх говорил окружавшим его: «Если для меня никогда не возбранен вход ко Господу Богу моему, и в молитве я беседую с Ним и прошу у Него, чего хочу, то почему же мне не дозволить моему ближнему невозбранного доступа ко мне, дабы он сообщил мне о своей обиде и нужде и просил у меня, чего хочет? Должно бояться сказавшего: вню же меру мерите, возмерится вам». Иногда случалось, что к блаженному Иоанну никто не приходил с просьбою в то время, когда он сидел при церковных дверях, ожидая желающих прибегнуть к нему. Тогда он вставал огорченным и со слезами возвращался домой. При этом некоторые спрашивали его иногда: «Отчего ты скорбишь и сетуешь?» Святой отвечал им: «Ныне смиренный Иоанн ничего не нашел и ничего не принес Богу за грехи свои». Друг его, блаженный Сафроний, утешая его, говорил ему: «Тебе поистине следует веселиться ныне, отче, так как словесные овцы твои живут мирно, без распри и споров, как ангелы Божьи». Однажды церковные экономы сообщили святому Иоанну, что в толпе убогих стоят хорошо одетые девицы и спрашивающие милостыню. И при этом спросили его, нужно ли тем девицам, как и прочим нищим, подавать милостыню. Патриарх ответил: «Если вы действительно рабы Христовы и верные слуги смиренного Иоанна, то подавайте так, как Христос повелел, невзирая на лица, не расспрашивая о жизни тех, которым вы даете. Знайте, что мы не свое отдаем, но Христово, и так будем давать, как повелел Он. Если вы думаете, что церковного имения не хватит для столь великой милостыни, то я не желаю быть участником вашего маловерия. Я верую Богу, что если бы со всей вселенной сошлись в Александрию убогие, нельзя получить от нас милостыню, то и тогда не оскудеет наше церковное имущество. И для того, чтобы они не были маловерны, святитель рассказал следующее. Когда на 16-м году моей жизни я находился еще на острове Кипре, то однажды ночью
я увидал во время сна весьма прекрасную девицу. Она была блестяще одета и имела на голове масличный венок. Став близ моей постели, девица коснулась меня и разбудила. Проснувшись, я увидал, что она стоит передо мною уже не во сне, но наяву, и спросил ее: «Кто ты такая и как ты осмелилась войти ко мне?» Она же, смотря на меня светлым взором и улыбаясь кроткими устами, сказала: «Я старшая дочь великого царя и первая среди дочерей его». Услыхав сие, я поклонился ей. Она же продолжала: «Если ты сделаешь меня своею подругою, то я исходатайствую тебе от царя великую благодать и приведу тебя пред лице его, ибо никто не имеет у него такой силы и дерзновения, как я. Я низвела его с неба на землю и побудила облечься в плоть человеческую для спасения людей». Сказав сие, она стала невидима. Удивляясь ему причудному видению, я сказал себе: поистине в образе девицы явилось ко мне милосердие. Об этом свидетельствует масличный венок на ее голове, который является знамением милосердия. Тоже показывают и слова, произнесенные той девицей. Я сказала, она, низвела с неба на землю Бога, и Он воплотился. Создатель, видя человека погибающих, пожелал избавить его от погибели, ничем другим не побуждаемый, как только милосердием, ибо восхотел помиловать свое создание. Посему, кто желает обрести милость у Бога, тот должен иметь милосердие к ближним и подавать милостыню. Так, размысливши сам с собою, я поспешно встал и пошел с рассветом дня в церковь. На пути я встретил нового нищего, дрожавшего от холода. Я снял с себя верхнюю одежду и отдал ее тому нищему, говоря сам себе: теперь я узнаю, правда ли то, что я видел, или это было обольщение, и пошел далее. Прежде чем я дошел до церкви, мне встретился одетый в белые одежды человек и передал мне в руки узел, в котором было завязано 100 серебряных монет. При этом он сказал: «Друг, возьми это и употребляй по своему желанию». Я принял с радостью, но сейчас же раскаялся в том, что я принял, рассуждая, что находящееся в узле для меня не нужно. Почему я обернулся назад, желая возвратить обратно то, что получил. Но более, несмотря на тщательные поиски, уже не видал вручившего мне узел. Тогда я понял, что виденное мною было правда, а не обольщение. И с того времени, если я что подавал убогому, хотел испытать, воздаст ли мне Бог за то, как он говорил, сторицею. И многократно испытав это, я убедился, что это действительно так. Наконец я сказал себе:
перестань, душа моя, искушать Господа Бога твоего. Однажды, когда святой Иоанн шел в больницу навестить больных, что он делал в течение недели дважды или трижды, его встретил какой-то странник, который просил милостыню. Иоанн приказал слуге дать встретившемуся страннику 6 серебряных монет. Взяв монеты, странник удалился. Но потом, желая испытать щедрость святого, он переменил на себе одежду и, отправившись по другому пути, снова встретил блаженного Иоанна и умолял его: «Помоги мне, господин, бедному пленнику». Иоанн вторично приказал дать ему 6 серебряников монет. Слуга же тихо заметил патриарху: «Владыка, ведь это тот самый нищий, который раньше получил 6 серебряных монет». Но патриарх, притворившись, как будто не слышит этого замечания, снова повторил повеление подать просящему 6 монет. Странник, вторично получив милостыню, снова переоделся и иною дорогою встретил патриарха и в 3-й раз просил у него милостыни. Слуга опять сказал патриарху: «Владыка, тот, который в 1-й и 2-й раз взял у тебя по 6 серебряных монет, теперь просит в 3-й раз». Тогда блаженный ответил слуге: «Подай ему 12 монет. Не Христос ли это искушает меня?» Один купец, потеряв все свое богатство в море, пришедший в крайнюю нищету, просил святого помочь ему. Святой дал ему 5 литров золота. Получив золото, купец накупил на него множество товаров и, сев на корабль, отправился по морю в другие города. Но, потерпев кораблекрушение, он снова потерял все и только сам еле живым спасся от потопления. Тогда он снова пришел к святому Иоанну и рассказал ему о случившемся. Иоанн заметил ему: «Ты имел еще иное золото, собранное неправдою, и его ты смешал с церковным золотом, данным тебе мною. Вот почему погибло и то, и другое». Сказав это, он дал ему еще золото вдвое более прежнего, около 10 литров. Но и в 3-й раз купца постигло тоже злоключение. Весь товар его погиб в море, и он уже не осмеливался показаться на лицо патриарху, но рыдал, сидя в своем доме, посыпав пеплом свою голову и намереваясь лишить себя жизни. Узнав о сем, святой призвал купца и сказал ему: «Зачем ты приходишь в отчаяние от печали? Уповай на Бога, и Он не оставит тебя. Но я думаю, что это несчастье случилось с тобой от того, что ты владел неправильно приобретенным кораблем». Сказав это, Иоанн приказал дать купцу церковный корабль, наполненный пшеницею, и затем отпустил его. Получив данный ему корабль с пшеницею, купец поплыл по морю. И вот внезапно поднялся сильный ветер и понес корабль в неизвестную страну. Купец, узрев видение своего благодетеля святого Иоанна Милостивого патриарха Александрийского, стоявшего на корме и управлявшего кораблем, оставался в надежде, что по молитвам святого плавания придет к доброму концу. Через 20 дней и столько же ночей они пристали к берегу Британии. Всей стране был тогда сильный голод. Народ, узнав, что к городу их подплыл корабль с пшеницею,
весьма обрадовался и стал поспешно раскупать пшеницу. И так купец сей прибылью продал там пшеницу, получив за одну половину проданного золотом, а за другую оловом. На возвратном пути он прибыл в Декаполь, желая здесь продать олово. Он увидел, что оно превратилось все в золото. Обогатившись таким образом, купец с радостью возвратился в Александрию и рассказал всем о сем удивительном чуде, которое произошло по молитве и милостыне святого Иоанна. Как-то раз, когда святой шел в церковь, к нему подошел почтенный благородный муж, у которого воры украли все имущество, так что он остался нищим. Пожалев, что столь почтенный и известный человек внезапно дошел до крайней нищеты, патриарх незаметно обратился к слуге и повелел ему сказать церковным экономам, чтобы они дали тому человеку 15 литров золота. Экономы же, видя, что в церковном казнохранилище золота немного, ослушались патриаршего распоряжения и дали только 5 литров, а 10 удержали при себе. Когда святой патриарх возвращался из церкви домой, к нему подошла некая весьма богатая и почтенная женщина и дала ему в руки хартию, в которой она написала, что жертвует в церковь 500 литров золота. Приняв хартию, прочитав ее, патриарх по благодати Святого Духа уразумел, что та женщина не все передала, что определила дать в уме своем. Господь Бог сие устроил для того, чтобы обличить экономов, которые не все отдали тому бедному человеку, которому патриарх приказал дать 15 литров. Вернувшись домой, Иоанн позвал экономов и спросил, сколько они дали человеку, обокраденному ворами. Те солгали, говоря, как ты, владыка, приказал 15 литров. Обличив их ложь, скупость и прислушание, святой сказал им, да истребует от вас Бог 1000 литров золота, потому что та благочестивая женщина намеревалась дать нам 1500. Но так как вы, не послушавшись меня, удержали 10, то сему Бог устроил так, что женщина удержала 1000. Если же вы мне не верите, скоро сами о том точно узнаете. Призвав к себе сию женщину, он в присутствии экономов спросил ее, «Скажи нам, госпожа, сколько раньше ты предполагала по любви твоей к Богу пожертвовать золото в церковь?» Она же, заметив, что от святого не утаилось ее намерение, сказала, «Действительно, владыка, за несколько дней ранее я решила передать в твои святые руки 1500 литров золота, на что и составила письменное удостоверение. Но сегодня, развернув его, я нашла, не знаю каким образом, слово 1000 вытертым. Осталось только 500. И я помышляла в себе, что Бог не благоволит более, как только 500 литров передать твоей святыне. Так я и поступила. Выслушав сие, экономы весьма убоялись и устыдились, и, упав к ногам святого, просили прощения. А однажды в Александрию по причине нашествия иноплеменников собралось множество народа,
следствием чего был сильный голод. Святой Иоанн, милосердствуя о голодающих, истратил все церковное имущество и даже остался должен 1000 литров золота. Тогда один второбрачный клирик, не имевший возможности вследствие второбрачия своего удостоиться получения священного сана, написал патриарху следующее: «Я имею множество пшеницы, которую всю через твои руки желаю отдать Христу. Присем, еще обещаю 150 литров золота, только сделай меня диаконом». Святой, призвав его, стал укорять за желание приобрести за деньги священный сан. Раскайся в своем грехе и убойся наказание еезия. Бог силен и без твоей пшеницы прокормить нас во время голода. В то время, как он говорил, это явился вестник с сообщением, что из Сицилии прибыли 2 корабля с большим количеством пшеницы. Услыхав о том, патриарх упал на колени и возблагодарил Бога, не оставляющего уповающих на него. Здесь уместно припомнить еще о кротости, смирении и незлобии святого Иоанна. 2 клириков за одно прегрешение были наказаны временным отлучением от церкви. Один из них покаялся, но другой, напротив, еще более утвердился в своей злобе и в гневе на патриарха делал весьма много худого. Услыхав об этом, патриарх пожелал призвать его к себе и, кротко убедив его отстать от своей злобы, но забыл сие сделать по божественному устроению, дабы для всеобщей пользы обнаружились смирение и кротость Иоанновы. В один из воскресных дней, совершая в церкви божественную литургию, Иоанн вспомнил про того гневавшегося на него клирика и вместе с тем припомнил и слова Христа: «Аще принесший дар твой ко алтарю, и ту поменеши, яко брат твой имать нечто на тя, остави ту дар твой пред алтарем, и шед прежде смирися с братом твоим». Вышедший из алтаря, он подозвал того клирика и припал к ногам его, прося у него прощения. Клирик, увидав такое смирение своего патриарха, убоялся и сам упал ему в ноги с плачем и спрашивая прощения. Таким образом, Иоанн примирился с своим клириком, возвратился к алтарю и, дерзновенно совершив жертву, с чистою совестью мог произнести слова молитвы Господней: «Остави нам долги наши, яко и мы оставляем должником нашим». Клирик же тот, исправившись, стал проводить богоугодную жизнь, а затем сподобился и священнического сана. Не менее поразителен другой пример кротости, обнаруженный святым Иоанном. Один содержатель гостиницы в Александрии обесчестил ругательными и укорительными словами племянника блаженного по имени Георгия. Придя к своему дяде, Георгий горько жаловался на обесчестившего его человека. Видя своего племянника весьма смущенным и желая успокоить его, Иоанн сказал: «Он, худородный, осмелился обесчестить моего племянника. Свидетельствую Богом, что отомщу сему оскорбителю и поступлю с ним так, что от того придет в изумление вся Александрия». Немного успокоившись от этих слов патриарха, Георгий перестал рыдать.
Тогда кроткий и смиренный сердцем Иоанн стал говорить ему: «Возлюбленный сын, если ты хочешь быть моим родственником, то будь готов претерпевать не только оскорбления, но подъять и раны, и для Бога все прощать ближнему. Желаешь ли ты быть благородным? Тогда ищи благородство не по крови, но от добродетели. Истинное благородство украшается не столько словом, славою предков, сколько добрыми делами и богоугодною жизнью». Таким образом, умиротворив своего племянника, святой позвал надсмотрщика над гостиницами и приказал ему, чтобы он с того человека, который обесчестил Георгия, не брал церковной подати, которую тот должен был давать ежегодно, но предоставил ему жить свободно. И действительно, Иоанн, согласно своему обещанию, поступил с оскорбителем так, что удивилась вся Александрия. Вместо наказания и мести он наказал ему благодеяние. Желая непрестанно содержать в своем уме память смертную, блаженный Иоанн приказал устроить для себя гроб. Только не отделывать его. При этом он приказал экономам, чтобы они во все торжественные праздники приходили к нему и в присутствии всех громко говорили: «Владыка, твой гроб еще не доделан. Прикажи его доделать, чтобы смерть, ибо смерть приходит, как тать, и ты не знаешь, в какой час она появится». Так святой Иоанн имел постоянную память о смерти и всегда был готов к ней. Однажды к святому пришел некий богатый вельможа, и ему удалось увидать постель святого, которая была покрыта худым одеялом. Отправившись домой, вельможа послал патриарху одеяло стоимостью в 36 золотых монет и просил его покрываться тем одеялом. Патриарх, не желая оскорбить вельможу, взял по усиленной его просьбе одеяло и оделся им на одну только ночь. При этом он говорил сам себе: «Горе тебе, окаянный Иоанн, так как ты одеваешься многоценным одеялом, а Христово братья нищие застывают от мороза. Сколько человек ночуют без всякого покрова на ветру и стуже и имеют только небольшую рогожку или изодренное рубище? Сколько нагих валяются на навозных кучах и дрожат от стужи, страдают вдвойне от холода и голода, оставаясь без сна в течение целой ночи, хотят есть и умирают от стужи. Увы мне, сколько убогих, подобно Лазарю, желающих насытиться от крупиц, падающих с моей трапезы. Горе мне! Сколько всем в городе странников и пришельцев, не имеющих где преклонить голову, которые, проводя ночи на улицах и претерпевая всякие бедствия, благодарят за все Владыку Христа. Ты же, Иоанн, желая получить вечный покой, здесь пребываешь в роскоши и покое, и имеешь все, что не пожелаешь. Живешь в прекрасных палатах, носишь мягкую одежду, пьешь вино, ешь отборную рыбу, и при всем этом ты оделся еще и в многоценным еще одеялом. Чего же ты можешь ожидать в будущем веке?
Нет, окаянный Иоанн, проводя такую жизнь, ты не получишь вечного царствия, но услышишь то же, что и евангельский богач. Восприяла еси благая твоя в животе твоем, и убогие восприяша злая. Бог свидетель, что смиренный Иоанн не оденется сим одеялом в другую ночь, но на деньги, полученные от продажи одеяла, будут одеты нищие и убогие. С наступлением дня святые поспешно отправили одеяло на рынок для продажи, дабы за цену стоимости его купить одеяние убогим. Но когда продавали одеяло, случайно проходил мимо тот вельможа, который подарил одеяло блаженному Иоанну. Увидав, что оно продается, вельможа купил его и снова отослал его Иоанну, упрашивая. Взяв одеяло, святой снова отослал продавать его. Вельможа, увидав, что одеяло продается, опять вторично купил его и отослал к Иоанну с просьбой дать, дабы он сам одевался им. Иоанн же и в третий раз послал продать одеяло, но вельможа и в третий раз купил, отослал к Иоанну. После сего Иоанн велел сказать ему вельможе: увидим, кто из нас утомится первый. Я ли продавать, или ты покупать и вновь отдавать мне? Таким способом святый Иоанн приобрел от того вельможи много золота, которое и раздал убогим. Блаженный умел привлечь к подаянию милостыни и скупых, и сребролюбцев. Зная про некого епископа по имени Троила, что он весьма скуп и сребролюбив, Иоанн пригласил его с собой в больницу навестить болящих и убогих. Заметив, что Троил имеет при себе золото, он сказал ему: «Отче Троиле, вот тебе случай, чтобы утешить сию убогую братью, подав им милостыню». Троил, стыдясь показаться скупым, вопреки своему желанию, начал всем раздавать милостыню, начиная с первого и до последнего, и истратил 30 литров золота. Но потом он стал сожалеть, что раздал столько золота убогим. Придя домой, Троил так много печалился о розданном золоте, что слег у постель. Между тем святой Иоанн послал за ним, приглашая его на обед. Троил отказался идти на обед, говоря, что болен. Догадываясь о причине его болезни, что он разболелся, сокрушаясь об истраченных деньгах, Иоанн захватил с собой 30 литров золота и отправился навестить болящего. Придя к нему, он сказал: «Вот я принес тебе золото, которое взял у тебя в больнице взаймы. Возьми его, а мне дай расписку в том, что ты передаешь мне ту награду от Господа, которая предназначалась для тебя за розданное золото». Увидав золото, Троил сильно обрадовался и, получив его, тотчас выздоровел и тут же написал следующее: «Боже милосердный, даруй награду господину моему Иоанну, патриарху Александрийскому, за 30 лит золота, которые я раздал нищим, ибо он возвратил мне мое золото». Получив сию расписку Троила, Иоанн позвал его к себе на обед. Угощая его, святой внутренне молился Богу, дабы он и избавил Троила от такого сребролюбия. И вот ночью Троил в видении узрел весьма прекрасный дом неописуемой красоты, над дверьми коего была золотая надпись:
обитель и вечный покой епископа Троила. Троил весьма обрадовался столь прекрасному, уготованному для него дому. Но внезапно явился какой-то величественный и грозный муж, как бы царский Кувикуларий, и сказал слугам: «Господь всего мира повелел изгладить сию надпись». И немедленно слуги изгладили. Явившись вторично, тот же муж сказал слугам: «Напишите так: это обители вечный покой Иоанна, патриарха Александрийского, который купил их для себя за 30 литров золота». Пробудившись от сна, Троил исполнился ужаса, сильно скорбел, что лишился приготовленного ему дома на небе, и укорял себя за любовь к золоту. Встав, он поспешно пошел к блаженному Иоанну и рассказал ему о том, что видел. Блаженный Иоанн с обычной своей кротостью преподал ему наставление и отпустил с миром. С того времени Троил исправился и сделался весьма нищелюбивым и милостивым ко всем. Господь, испытывавший некогда терпение праведного Иова, постил и блаженного Иоанна тягостным испытанием. Однажды корабли, принадлежавшие Александрийской церкви и погруженные доверху товарами, были в Адриатическом море. Вдруг поднялась буря, и такое сильное волнение, что корабли едва не потонули. Опасность была так велика, что пришлось весь груз бросить в море. Так случилось по божественному попущению. Да искушение веры святого Иоанна много честнейше злата гибнуща, обращется. Кораблей было 13. Цена их всех, находившихся на них товаров, достигала до 3300 литров золота. Лишившись такого имущества, которым он мог бы в течение многого времени питать и одевать нищих, святой Иоанн переносил сие с благодарностью, часто повторяя слова Иова: «Господь даде, Господь отъят, буди имя Господне благословенно вовеки». Когда же к нему явились многие из начальствующих горожан, желая утешить его в печали, он отвечал им: «Я виноват в гибели церковного имущества, ибо если бы я не превозносился умом, что подаю большую милостыню, тогда не погибло бы в море такое ценное имущество. Я возгордился, отдавая не свое, но Божье. И вот Бог, желая смирить меня, попустил такое обнищание, ибо нищета смиряет человека. Теперь же я и сам сознаю, что из-за гордости лишился награды у Бога и причинил большую потерю неимущим, ибо та пища, которая погибла, будет претерпевать голод. Но не ради меня, а ради их самих Господь не оставит неимущих и подаст им все потребное». Таким образом, пришедшие утешать Иоанна сами получили от него утешение и наставление. Господь же вскоре послал Иоанну вдвое более прежнего. Иоанн подавал нищим большую милостыню и особенно помогал терпящим какую-либо обиду. Однажды, когда он шел в церковь святых мучеников
Кира и Анна, к нему подошла бедная вдова и рассказала о своей обиде, причиненной ей зятем, просила защиты у святого патриарха. Сопровождавшие Иоанна сказали ему: «Владыка, выслушай просьбу сей вдовицы уже по возвращении домой». Святой отвечал: «Как же Бог услышит мою молитву, если я не выслушаю ее немедля?» И он не тронулся с места, пока не выслушал вдовицу и не защитил ее от обиды. Один юноша по смерти своих родителей остался без всяких средств к существованию. Иоанн, узнав об этом, спросил находившихся при нем, каким образом этот юноша впал в нищету, ибо он слышал, как его родители были весьма богаты. Боголюбивые мужи рассказали ему, что родители сего отрока были весьма милостивы, и все свое имущество раздали убогим, а своему сыну оставили только 10 литров золота. Но пред своей смертью отец юноши, мать его умерла раньше, позвав его, предложил ему на выбор золото и образ Пресвятой Богородицы и сказал: «Любезный сын, из всего нашего имущества осталось только 10 литров золота. Все остальное мы передали в руки Христу. Отвечай же мне, чего желаешь ты, золото ли или образ владычицы нашей Богородицы, твоей помощницы и питательницы?» Отрок, презрев золото, взял икону Пречистой Богородицы, а золото просил раздать бедным. И вот нищим было отдано и последнее имущество. И когда отец умер, отрок остался бедняком и стал испытывать всевозможные лишения. Несмотря на это, он каждый день и ночь молился в церкви Пресвятой Богородицы. Выслушав этот рассказ, преподобный Иоанн подивился добродетели разуму сего отрока, душевно полюбил его, и с того времени, как истинный отец-сирот, имел попечение о нем и размышлял, какое бы оказать ему благодеяние. Однажды он тайно призвал своего эконома и сказал ему: «Я желаю тебе сообщить одну тайну, но смотри, никому не говори о ней». Эконом обещал сохранить тайну, которую святой ему скажет. Тогда патриарх сказал: «Поди, возьми старую хартию и напиши на ней предсмертное завещание от меня некоего Феопемпта, так, что из всего завещания выходило, будто я и сей бедный отрок близкие между собой родственники. Затем приди к тому юноше и скажи ему: брат, знаешь ли ты, что близкий родственник ты патриарху, поэтому тебе унизительно оставаться в бедности. При сем покажи ему написанное и прибавь: чадо, если ты стыдишься объявить патриарху, что ты его родственник, то я скажу ему о тебе». Выслушав распоряжение Иоанна, эконом поступил так, как приказал ему патриарх. Он написал на ветхой хартии завещание, из которого явствовало родство бедного юноши с патриархом. Призвав затем юношу к себе, он показал ему завещание и сказал, что нашел его между старыми бумагами его отца. Прочитав завещание, отрок сначала обрадовался, но потом устыдился, что он весьма беден и одет в худое рубище, и просил эконома, дабы он сказал о нем патриарху. Эконом, пришедший к святому, сообщил ему просьбу отрока, и святой сказал: «Скажи отроку, патриарх-то говорит, я припоминаю, что мой дядя имел сына,
но я не знал последнего в лицо. Ты хорошо сделаешь, если приведешь его ко мне. Принеси также и завещание с собою». Эконом привел отрока и показал рукопись преподобному. Патриарх с любовью обнял юношу и сказал: «Хорошо, что ты пришел, ибо ты сын дяди моего». Святой снабдил юношу большим имуществом, купил ему дом и все потребное для жизни, женил его на благородной девице и постарался сделать его богатым, славным и честным, дабы исполнились слова псалма: «Не видях праведника оставлено, ниже семени его, просящих хлеба». Святой Иоанн весьма часто навещал больных, которым сам прислуживал и напутствовал умирающих своими молитвами, помогая им при их кончине. Кроме сего, он часто совершал божественную литургию за умерших и говорил, что совершаем моя за умерших божественная литургия приносит великую пользу усопшим. В подтверждение сего святитель указывал на события, случившееся немного ранее сего времени на острове Кипре. «Один пленник из Кипра, — говорил он, — находился в Персии в тяжком заключении. Родителям его, жившим на Кипре, было сообщено, будто что он уже умер, так что они оплакивали его, как умершего. Трижды в год они стали справлять память о нем, делая приношения в церковь за упокоение его души и совершение божественной службы. По прошествии 4 лет сын их убежал из плена и возвратился домой. Родители, увидав его, удивились, подумав, что он воскрес из мертвых. Возрадовавшись его освобождению, они рассказали ему, что 3 раза в год совершали о нем поминовение. Сын спросил, в какие дни они совершали поминовение. Они ответили, что в день Богоявления, Пасхи и Пятидесятницы. Он же, услыхав сие, припомнил и сказал: «В те дни приходил ко мне в темницу со светильником некий величественный муж, оковы не спадали с моих ног, и я был свободен. Все остальные же дни я, как узник, снова пребывал в оковах». Блаженный Иоанн весьма опасался осуждать людей за грехи, в особенности иноков. Один раз ему случилось несправедливо осудить инока, и после того он не принимал никаких доносов на них и не осуждал их. Происшествие заключалось в следующем. Один юный инок в течение нескольких дней ходил по Александрии с весьма молодой и красивой девицей. Видя сие, некоторые соблазнились, подумав, что он ведет с нею беззаконную жизнь, и сообщили о том святому патриарху. Последний приказал немедленно схватить обоих, подвергнуть телесному наказанию и запереть отдельно друг от друга в темнице. С наступлением ночи инок явился патриарху во сне, показал ему свои сильно израненные от побоев плечи и спросил его: «Того ли ты хотел, владыка? Так ли ты научился у апостола пасти стадо Христова? Не по принуждению, но добровольно. Поверь мне, ты обманут как человек». С сими словами он удалился от него. Патриарх же, пробудившись от сна, размышлял относительно виденного, что бы это значило, и, созвав
свое и сознав свое прегрешение, сетуя и скорбя, сидел на постели. С наступлением утра он дал приказание привести того инока, желая взглянуть, похож ли он на явившийся ему в сновидении. Инок пришел с большим трудом, ибо от множества ран едва мог двигаться. Патриарх, увидев его, помертвел, будучи не в силах вымолвить ни слова, а только рукой дал ему знак сесть подле себя. Потом, придя в себя, он попросил инока, дабы он снял свою одежду и показал ему плечи, чтобы удостовериться, так ли он изранен, как видел во сне. Когда после настоятельных просьб инок стал снимать свою одежду, то все увидели, что он евнух. Патриарх, видя его израненное тело, весьма сожалел о случившемся и, послав за оклеветавшими инока, отлучил их на 3 года от церкви. У инока же просил прощения. «Прости меня, брат», — говорил он ему, — «так как я сделал это по неведению. Согрешил я пред Богом и пред тобою. Однако тебе не следовало так неосторожно проводить время с девицею на соблазны мирским людям, ибо ты носишь иноческий образ». Инок смиренно отвечал: «Владыка, поверь мне, что я не солгу тебе и скажу правду. Раньше, когда я был в Газе, я шел поклониться гробнице святым мученикам Кира и Анна. Вечером меня встретила эта девица и, припав к моим ногам, со слезами умоляла меня, чтобы я не запрещал ей идти со мною. Но я, оттолкнув ее, обратился в бегство. Она же, идя следом за мною, говорила: «Заклинаю тебя Богом Авраамовым, пришедшим спасти грешников и хотящим судить живых и мертвых, не оставляй меня». Услыхав сие, я сказал ей: «Девица, зачем ты так меня заклинаешь?» «Я еврейка», — отвечала она мне с рыданием, «и желаю оставить отеческую злую веру и сделаться христианкой. Умоляю тебя, Отче, не отвергай меня, но спаси душу, желающую уверовать во Христа». Услыхав сие, я убоялся суда Божия и, захватив девицу с собою, преподал ей наставление в святой вере. Пришедший затем к гробнице святых мучеников, я крестил ее в церкви и в простоте сердца ходил с нею, думая поместить ее в женский монастырь. Выслушав рассказ инока, патриарх вздохнул и сказал: «Сколько имеет у себя Бог сокровенных рабов, мы, окаянные, того не знаем». Потом он рассказал всем окружавшим свое сновидение и, взяв 100 золотых монет, хотел отдать их тому иноку. Но инок не пожелал взять ни одной, говоря: «Если инок верует, что о нем промышляет Бог, то он не нуждается в золоте. Если же любит золото, то не верует, что существует Бог». Сказав это, он поклонился патриарху и ушел. С тех пор блаженный Иоанн стал еще сильнее уважать иноков. Он устроил для успокоения странствующих иноков монастырь и воздерживался от осуждения. Добрый пастырь выставлял и овец своих духовных, наставлял, дабы не осуждали никого, если бы даже и знали за кем-либо грех, но лучше взирали бы на свои грехи, а не на чужие. Случилось
Как-то, что из Александрии некий юноша, сын Иннокению, убежал в Константинополь. Все стали осуждать его и говорили: он загубил 2 души, и свою, и Иннокени, и притом послужил для всех соблазном. Между тем в Евангелии сказано: горе им же соблазн приходит. Тогда святой Иоанн сказал им: чада, перестаньте осуждать, так как и вы виноваты в 2 грехах. Во-первых, осуждая согрешившего, вы нарушаете заповедь Божию. Прежде времени ничтоже судите. А с другой стороны, клевещете на брата, не зная, согрешает ли он до настоящего времени, или уже покаялся. В назидание он рассказал им следующую повесть. Некий инок проходил по улицам Тира. Его заметила блудница по имени Порфирия, которая была всем известна в том городе, и стала кричать вслед инока: «Отче, спаси меня, как и Христос спас блудницу!» Инок же, ни во что вменив суд человеческий, сказал ей: «Следуй за мной». И, взяв ее за руку, вывел из города на глазах у всех. После сего по всему городу пронеслась молва, что инок взял себе в жены блудницу Порфирию. Когда инок вел последнюю в женский монастырь, Порфирия нашла на дороге брошенного ребенка и взяла его себе, дабы воспитать его вместо сына. Спустя несколько времени некоторым гражданам тирским довелось быть в той стране, где проживал старец и Порфирия. Заметив, что она имеет ребенка, они сказали ей с насмешкою: «Хорошего ты, Порфирия, родила ребенка». Вернувшись, они рассказали всем, что Порфирия от монаха родила ребенка. «Мы его видели своими глазами», — говорили они, — «и он весьма походит на монаха». Когда же старец провидел свою кончину и отшествие ко Господу, он сказал Пелагее так: переименовал он Порфирию по принятии ею иночества. «Пойдем в Тир, куда мне необходимо ныне идти. Мне угодно, чтобы и ты сопровождала меня». Покорная воле старца, Пелагея отправилась с ним. Они пошли в город, взяв с собой ребенка, которому было уже 7 лет. Когда они вошли в город, старец расхворался, и многие горожане пришли навестить его. Тогда старец сказал: «Принесите мне кадильницу». Ему принесли. Он, взяв кадильницу, высыпал себе на грудь горящие угли из нее и держал их до тех пор, пока они не остыли. Угли не опалили ни тело, ни одежды его. При сем старец сказал людям: «Благословен Бог, некогда сохранивший купину неопалимую от огня. Он свидетель, что подобно тому, как сии горячие угли не опалили моего тела, и огонь не прикоснулся к одежде моей, так и я с самого дня рождения своего не познал плотского греха». Сказав сие, старец предал душу свою Господу. Все, видевшие это, дивились и прославляли Бога, имеющего у себя в тайне подвязающихся рабов своих. Рассказав сию повесть, святой Иоанн поучал присутствовавших такими словами: «Итак, братья мои и чада, не будьте поспешны в осуждении. Мы часто замечаем грех человека согрешающего, покаяние же его в тайне им соделываемо не видим. Так сей добрый пастырь
поучал своих словесных овец и с кротостью управлял церковью Христовою. Случилось, что персы сделали нападение на их страну. Иоанн, памятуя слова Спасителя Егда: «Гонят вы в ограде всем, бегайте в другие», решился удалиться на время в Константинополь. Когда он отплыл от Александрии, то заболел и лежал на постели. И вот в видении он видит некоего светозарного мужа, держащего золотой скипетр, и говорящего: «Царь царей зовет тебя к себе». Из всего видения святой узнал, что приблизился конец его жизни. Приплыв на свою родину в Кипр, он не мог пуститься в дальнейший путь и, достигнув родного города Емафунта, с миром приставился ко Господу. Умирая, святой Иоанн говорил: «Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, что Ты сподобил меня принести Тебе Твое, и что из благ мира сего ничего для меня не осталось, кроме лишь третьей части сребреника. Но и относительно сей части я завещеваю, чтобы она была отдана нищим. Когда я был назначен Александрийским патриархом, я нашел в моей епархии около 8000 литров золота. От приношений же боголюбцев я собрал более 10 000 литров, которые все отдал я Христу. Ему же предаю ныне и душу мою». Блаженный был погребен в своем родном городе Амифонте, в церкви святого Тихона Чудотворца, вместе с 2 почивающими там епископами. При этом произошло следующее событие. Когда хотели с ними положить святого Иоанна, то те тела, раздвинувшись, как живые, отделились друг от друга и в середине между собой дали место Иоаннову телу. Это чудо все присутствовавшие видели воочию и, пораженные с изумлением, прославляли Бога. Нельзя также умолчать и о следующем чуде, которое случилось после погребения святого Иоанна. Одна женщина, впав в тяжкий грех и, стыдясь исповедать его своему отцу духовному, с верою пришла к блаженному Иоанну, когда он был еще жив, но уже болел и близок был к смерти. Поклонившись ему в ноги, она с воплем и обильными слезами говорила: «О, преблаженный, я страшная грешница, и грех мой так ужасен, что я никому не смею открыть его. Но я знаю, что ты, если захочешь, можешь простить меня, ибо Господь вам сказал: еже аще разрешиши на земли, будет разрешено на небесех, и им же отпустите грехи, отпустятся им». Блаженный отвечал: «Если ты пришла с верою, то исповедай предо мною свой грех». Но эта женщина сказала: «Владыко, я не могу исповедать греха своего, потому что великий стыд удерживает меня». Преподобный сказал ей: «Если ты стыдишься исповедать устами, то пойди напиши на хартии и принеси ко мне». Она же сказала: «Я и сего не могу исполнить». Тогда святой сказал: «Напиши, запечатай и отдай мне». Написав свой грех, женщина заклинала святого не разрывать печати и не читать ее писание. Получив его Иоанн на 5-й день после того приставился. О письме же том он никому не рассказал. Женщины той тогда в городе не было. Утром после похорон женщина эта пришла в город и, узнав, что патриарх умер и похоронен, горько скорбела
ибо она думала, что другие после его смерти, взяв ее Писание, прочитали о грехе ее. Пришедши к гробу святого, она взывала к нему, как бы к живому. «Человек Божий!» — восклицала она. «Я не осмелилась тебе самому исповедать греха моего, и вот в настоящее время он стал всем известен. О, лучше бы не отдавала я тебе той хартии с грехами моими. Горе мне окаянной! Я стыдилась тебя, но теперь постиг меня еще больший стыд, и я стала посмешищем для всех. Но я не отступлю от твоей гробницы, пока ты не известишь меня, куда ты девал мое Писание. Ведь ты не умер, но продолжаешь жить и ныне». В таком состоянии она пробыла у гробницы Иоанна 3 дня. На 3-ю ночь святый Иоанн воочию вышел из своего гроба с 2 лежавшими с ним епископами и сказал плачущей: «Женщина, доколе ты не оставишь нас в покое и не перестанешь слезами омочать наши одежды». Сказав это, он передал ей запечатанное письмо со словами: «Возьми свое письмо и, разорвав, взгляни». После сего мертвые снова легли в свои гроба. Женщина же, приняв хартию, увидела свою печать целой и, разорвав, нашла написанное ею вытертым. И вместо сего было написано: «Ради раба моего Иоанна изглажден грех твой». Женщина, получив чудесно отпущение своих грехов, сильно возрадовалась и возвратилась в свой дом, славя и хваля Бога и величие угодника его, святого Иоанна, милостивого, молитвами которого да явит и нам Господь свою милость, да загладит все грехи наши и да впишет нас в книгу живота во веки веков. Аминь. Память Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, 25 ноября по новому стилю. Святитель Иоанн, моли Бога о нас.